Еще раз доброй ночи. Сейчас я хочу показать вам, как делается приворот по вуду. Здесь не так важно, что вы ставите на алтарь, насколько важно ваше желание, сила воли и вообще разрешение этим заниматься. Скажу вам следующее. Самостоятельно люди, которые занимаются приворотами и прочим, не имея на это разрешения и способностей, они могут быть наказаны. Может вам показаться, что это говорит специально для того, чтобы привлекать только к себе и колдунам людей. Но дело в том, что если вы что-то неправильно сделаете, вы уже не знаете, как это переделывать. И есть большая вероятность, что человек, которого вы хотите приворожить, в итоге просто умрет, потому как вы занесете ему порчу, вы сделаете ему хуже. Что касаемо того, преступно делать привороты, либо нет, знаете как? Работа ведьм – это как работа адвоката. Вот тебе дали человека, ты его защищаешь. Преступник он или злодей, неважно, кто он такой – дело принципа его вытянуть, защитить и освободить. Вот точно так же, если ко мне пришел человек, естественно, я объясняю все за и против всего этого дела. Если человек готов, хочет, хозяин-барин, берем и делаем приворот. Причины могут быть разные, всякие. Иногда бывает, что женщина хочет отомстить, иногда бывает, что не хочет отпустить любимого человека. Иногда мужа, с которым прожила много лет, и какая-то мадам хочет просто забрать его, прибрать к рукам, подчинить себе и полностью забрать все имущество, все остальное. Я считаю, что человек имеет право защитить свое. Обсуждать не будем, просто перейдем к работе, я объясню, что и как. Делаем фигуру. Мы не Микеланджело, нам не нужно делать бюсты, нам не нужно лепить какие-то великие работы. Самое главное, чтобы фигурка напоминала человека. Человека нужно нарекать именем. Практики знают, каким образом это делается, поэтому я здесь не буду объяснять. Он уже наречен, уже проведен ритуал наречения имени. Если у вас есть волосы жертвы, либо, например, какая-то одежда или фотография, все что угодно, вы можете добавить в эту куклу. Называется мумиё, то, что принадлежит человеку. То есть, где потожировые выделения, это платок, которым вытирается, это майка и так далее, и так далее. Все может быть добавлено сюда. Чем больше привязок к вольту, тем больше вероятности того, что ритуал получится. Но даже если нет никакой привязки, то сильный колдун может сделать и по образу, и по фантому человека, и просто нарекая именем этого человека, просто посадив рядом с собой заказчицу и усиливая тем самым вот энергетический удар на этого человека и так далее, и так далее. Способов много. Объяснять сейчас нет времени и нет нужды. Итак, приворот по вуду вызывается Ошун, богиня любви африканского пантеона богов. Она же дарующая счастье, удачу и так далее, и так далее. И вот с помощью Ошун мы делаем приворот. Итак, над пламенем черной свечи держим иголку. Проводим сначала над куклой. Нарекаю тебя именем Антон. Отныне ты есть Антон, часть его, душа в душе, тело в теле. О Лоа, Ошун, помоги мне, дай покорить сердце Антона для Ирины. О Лоа, Ошун, о духи Вуду, слетайтесь, придите, берите сердце Антона, отдайте в руки Ирины. Подчините Антона воле Ирины, именем великих Лоа, именем духов Леба, земли, воды,
неба, воздуха. Призываю все силы сюда, мне на подмогу. Я соединяю тебя, Антон, с Ириной. Пусть Ирина будет выше и главнее тебя. Да подчинишься ты воле Ирины, да будешь ходить по пятам, плакать, скучать, сходить по ней с ума, тосковать по ее запаху, желать ее тела, видеть лишь ее. По повелению духа Вуду я венчаю вас навеки. Мозг, думай лишь об Ирине. Сердце, люби лишь Ирину. Орган любви и размножения, желай лишь Ирину. Отныне и довеки ты в плену у нее. Никому моих слов не перебить, а кто решится, того духи Вуду пусть терзают и сосвета живут. Аше, аше, аше. Беру сердце Антона, отдаю в руки Ирины. Отныне она владелица его души, тела, ума, разума, мысли. Да будет так. Всеми силами зарекаю, заклинаю, прошу, привораживаю, притягиваю, прилепляю Антона к Ирине. Истинно заклято. После этого берем вещь этой женщины, можно платок, который она носила, например, с собой сутки, либо какую-то иную вещь, ту же майку, рубашку, неважно что, даже нижнее белье. Заворачиваем эту фигурку с иголкой, завязываем красной нитью, и нужно это спрятать куда-нибудь, неважно куда, можно даже захоронить, правда не на кладбище, естественно, чтобы не было плохих последствий, до того момента, пока этот мужчина не придет к этой женщине и не останется у нее навеки. Этот приворот длится 13 лет. Если за 13 лет женщина завоевала сердце мужчины, если она своим поведением вызвала у него чувство, любовь и так далее, то это плавно переходит уже в естественные отношения, и в дальнейшем эти люди могут быть счастливы. Если правильно делать приворот, да, это насилие над волей, я согласна, но если правильно его сделать, если сделать тем людям, которые совместимые, могут быть вместе, то люди вполне могут быть счастливы после приворота. А если люди абсолютно несовместимые, то через некоторое время надо будет приворот подделывать. И не факт, что этот человек найдет именно меня, либо того, кто сможет правильно подделать и не испортить всю эту работу. Но в любом случае, если есть дело принципа, и если человеку не так уж важно, сколько лет и чего, главное подчинить и показать свое главенство, то вот этот ритуал вполне подходит. Испробовано не раз, так что практикам советую. Удачи и всех благ.